А, Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Сколько тебе лет и чем ты сейчас занимаешься? Мгм. Меня зовут Маша, мне 30 лет. Я сейчас живу в Испании, и работаю в маркетинговом агентстве. Мгм. Во сколько лет ты столкнулась с расстройством пищевого поведения в первый раз? Помнишь ли ты, с чего все началось? Я перед нашим созвоном думала про, какое-то свое самое первое воспоминание, вообще связанное с весом. И мне вспомнилась, такая ситуация очень странная. Когда мне было лет 6 или 7, у меня случился панкреатит. Это когда поджелудочная железа отказывает, и у меня был очень серьезный приступ. Я лежала в больнице довольно долго. И когда меня выписывали, у меня был очень-очень низкий вес. И я помню, как, моя мама, очень расстроилась, а я подумала: "Вау, классно, я такая худенькая". И я подумала, что: "Вау, интересно". Я понятия не имею, почему у меня была в 6 или 7 лет после тяжелой болезни такая мысль. Вот такое самое раннее воспоминание я помню на эту тему. Ам, и потом, наверное, какие-то, переживания, связанные с весом, у меня появились. Я вообще всегда была, худенькая, у меня не было никогда лишнего веса. И когда мне было где-то 12 или 13 лет, мы переехали в Москву из Сибири, и я пошла учиться в частную школу. Ну, соответственно, у нас было очень много там занятий, и я ела еду из столовой. И обратила внимание, что я начала поправляться. И я помню, как я, вообще просто оторопела, не знала, что делать, переживала, что: "Ого, я набираю вес". Я пошла там на танцы, начала носить какую-то еду с собой в школу, то есть вот прям все следить за питанием. И, мама у меня была одно время полненькая, может быть, где-то, когда мне было лет 10, а потом она довольно резко похудела там в течение пару лет. Она там принимала всякие таблетки типа редуксина, очень, она прям такая классическая жертва diet culture, которая до сих пор считает, что обезжиренный йогурт — это лучше. При этом, ну, в общем, у нее какое-то странное такое представление, и вот, я помню ее худеющей. Мгм. Сколько тебе было лет, когда ты начала следить за питанием в школе? Это, там, не знаю, 12, 13, Ну 15? да, так где-то 12-13 лет. Мгм, мгм. То есть первые шаги были скорее контроль питания, но каких-то диет не было, отказа от еды не было. Нет, нет, скорее не было. Мгм. Что оказывало наибольшее влияние вот в вопросе восприятия своего тела, своей внешности? Может быть, это что-то шло от семьи, от родителей, от окружения, фитнес-индустрии, мода, социум? Вот есть какие-то соображения? Так, я думаю, что, конечно, отношение мамы к ее телу и, вот эти какие-то ее фразы о том, что: "Ой, фу, я не хочу большую попу, я не буду ее качать, о боже, огромная грудь, как это ужасно", да, вот такие как бы фразы у нее были. И я думаю, что, конечно, поп-культура на меня влияла тоже, какие-то, я не знаю, там фильмы типа, "Бриджит Джонс" и так далее. То есть, когда мне было, там 12-13 лет, у нас еще как бы соцсетей не было, слава богу. Но, естественно, там какие-то, журналы, "Космополитен", который тоже там пропагандировал определенный там вид, там какие-то фитнес-штуки, яблоко, обмотанное, сантиметровой лентой. Это все было, да, это, конечно, ну, то есть это телевидение, семья,
и медиа, какие-то газеты, журналы. Мгм. Мгм. Расскажи, пожалуйста, как развивались твои отношения с едой, с телом? Я начала худеть и вообще интересоваться вот этой темой какого-то там похудения, наверное, лет 14. Мне прям важно было уже соблюдать какой-то 14-15. Было важно соблюдать, там какой-то определенный вес. Но там еще причем это не было, знаешь, про то, что, важно питаться правильно. Это было именно про то, сколько я вешала, насколько я худая, видны ли у меня ключицы. Это уже начинаются времена там "ВКонтакте", появились уже группы типа 40 килограмм. И потом уже сейчас, глядя назад, да, я понимаю, что, а, моя ну, то есть я была ближе к анорексичной такой истории, да, ограничения там питания, изнурительные там, изнуряющие тренировки. Ам, это состояние у меня всегда обострялось в моменты большого напряжения. То есть, например, когда ЕГЭ нужно было сдавать, я что то стащила там у мамы впервые эти таблетки "Редуксин". Мне было интересно, что же это такое. Я поняла, что они дают энергию, реально те не хочется есть. Я пошла их купила в аптеке, сказала, что я забыла рецепт, мне их продали, причем не один раз. И то есть, я реально просто пила этот "Редуксин", такая: "О, прикольно, как раз там к экзамену готовиться". Вообще дичь полная. И то есть вот в моменты нервиков каких-то, это мое состояние ухудшалось. Например, также произошло, когда уже я закончила университет и уехала, на год учиться в Лондон, в магистратуру, и это было обучение на неродном языке. Это long distance relationship с моим, молодым человеком, которого я просто любила, там ни дня без него провести не могла. Вот он, муж в соседней комнате сидит. И тогда я просто тоже дико упоролась по, спорту, по диете, но у меня тогда уже какая-то орторексия пошла, потому что, там у меня была цветная капуста, там все вот это, тренировки по графику, потом там какие-то срывы по ночам, когда ты там ел бутерброды с маслом. Ну, то есть сложный, период, да. Я была тогда еще не в терапии, мне там было сколько там, 21 год, какая терапия. Вот, и я так, щас, думая об этом, я вот обратила внимание, что как только вот сложный период, я уходила вот в эту историю. Мгм. А когда ты, еще училась в школе, заканчивала школу, была ли ты вовлечена вот в эти поддерживающие худеющих сообщества, как раз вроде, 40 килограммов, "Бабочкин дом"? Нет, у меня не было там никакого общения, я туда не включалась, потому что еще был такой момент, знаешь, мне было стыдно. Мне хотелось, чтобы это вообще удивительное дело, насколько невидимо это все происходит. Потому что, буквально в этом году, когда я рассказала об этом своей двоюродной сестре, своей родной сестре, там, мужу, что-то поподробнее, у всех был шок. Все такие: "Что?" А нам казалось, что ты просто, ходишь на спорт, и там, и тебе нравится куриная грудка, и типа, и всё нормально, типа, молодец, спортивная девчонка. А какой там на самом деле невидимый слой — это просто невероятно. То есть нет, у меня не было никаких там подружек по худению, ничего. Вот мне было как-то стыдненько, это все происходило, а, очень невидимо и незаметно. Мгм. Мгм. Какие были симптомы, помимо вот этой дополнительной какой-то энергии от таблеток? Не знаю, возможно, какие-то головокружения, апатия, проблемы с женским циклом. Что-то сталкивалась с чем-то с таким или нет? Ай, по циклу нет. Возможно, у меня были какие-то головокружения, какой-то упадок сил, но там уже, знаешь, сложно отделить, от чего. Ну, я помню, что у меня, конечно, очень сильно испортился сон. Я вообще очень чутко сплю, рано просыпаюсь.
И если я нервничаю, то у меня сон пропадает. И, конечно, ну, как бы, пока я принимала его, то сон, как бы препараты мне эти подбили. Но я недолго, на самом деле, их принимала. Я поняла, что, ну, я просто не сплю. И еще я обратила внимание, что, типа, из-за того, что у меня аппетита нет ни на что, единственное, что выглядит более-менее прикольно, это вот какая-то очень нездоровая, на самом деле, еда, что-нибудь пожирнее, послаще. Я подумала, ну какой смысл? Короче, надо слезать. Ну, как-то, в общем, я их довольно быстро прекратила пить, Мгм. Мгм. но опыт был, конечно, странный. А твои родители, близкие, они были совсем не в курсе, что происходит, или ты все-таки кому-то сказала, не знаю, маме? Или... Нет, нет, ты что? Маме вообще, с мамой мы были просто настолько далеки, то есть она меня просто все время. Это вообще, знаешь, я сейчас в терапии, и я пришла к осознанию, что когда я была в, подростковом возрасте, у меня в жизни не было вообще ни одного взрослого значимого, с кем бы я могла что-либо обсудить. Вот что-то такое. У меня была лучшая подруга, и если бы я попала в какую-то серьезную передрягу, то я бы скорее пошла к ее маме, чем к своей. Ну, то есть ни с мамой, ни с папой. Получается, мы тогда жили только с мамой. Папа еще там дорабатывал на севере. Со старшей сестрой, которая тоже жила в Москве, у нас разница 7 лет. Мы с ней не общались на тот момент совсем. Ну, то есть вообще у меня даже не было никого, с кем я могла бы обсудить что-то такое более-менее там интимное. А подскажи, пожалуйста, искала ли ты какую-то информацию, может быть, в интернете? И вообще, насколько вокруг тебя была информация про расстройство пищевого поведения в доступе? Интересовалась ли ты, искала ли ты что-то на эту тему? Ой, мне кажется, что тогда в каком-то, знаешь, в паблик-дискурсе, скажем так, понятие анорексичка было чуть ли не комплиментом. Да, я знала, что есть анорексия, есть булимия, но у меня было, знаешь, такое ощущение, что, ну, это не про меня. Вообще расстройство пищевого поведения — это не про меня, потому что, ну, у меня нет проблем со здоровьем. Ну, то есть это вот знаешь, как, высокофункциональные алкоголики. Я вот не согласна с этим диагнозом по зависимости, то, что типа зависимость считается зависимостью, когда уже там какие-то есть последствия, в жизни человека, когда что-то там начинает идти под откос. Мне кажется, что это немножко неправильно. Так же и тут. То есть я думала, что, ну, это кто в больнице лежит, это вот у кого цикл пропадает, и так далее. То есть когда уже, что-то реально разрушено. Это не про меня. Я считаю. Мгм. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя был вес и как он менялся на протяжении вот этих лет? М, Сейчас я вешу, где-то 62 килограмма. Я не взвешиваюсь. У меня есть весы дома, но я не взвешиваюсь. Ам, и он у меня вообще вес довольно стабильный. Мне кажется, что 10 лет назад где-то у меня был самый низкий вес, когда я влюбилась, по уши и не могла ни есть, ни спать. И тогда он был где-то 50, может быть, 4, где-то так. То есть вот где-то 6 килограмм примерно я набрала за последние 10 лет. Но у меня, при этом рост 174, то есть у меня, как бы я в пределах по всем этим индексам. А как ты оценивала свой вес? Насколько он тебя устраивал и в целом внешность? Но мне всегда казалось, что цифра 60 она очень страшная, и ни в коем случае нельзя через неё переходить. Я даже мужу не говорила, сколько я вешу. Долго очень. Это типа что-то стыдненькое. Ам, Мне казалось всегда, что где-то 58, 59 вот это как бы хороший такой вес. А,
60 это уже как-то страшно. Все, что больше там 63-65 это прям вообще кошмар, кошмар. Ни в коем случае туда нельзя. Вот. И, ну и было еще такое, знаешь, что типа весна, скоро лето. Вот теперь меня как-то больше начинает интересовать, сколько я вешу. Вот еще такой момент. Сезонность такая пляжная. Да, да, да-да-да. А вот что для тебя было важнее? Сама, не знаю, заветная цифра на весах, которую нельзя переходить, например, либо твое отражение в зеркале, размер одежды. Вот что для тебя было прям таким ценным? Наверное, наверное, размер и ощущение того, как сидит одежда, меня больше всегда волновало все таки чем вес, потому что, ну, годы шли, я уже все таки поумнее становилась, там, понимала, что там мышцы весят, там у мышц свой вес, у жира свой вес, и как бы весы — это не очень, а вот объемы и вот это вот ощущение, да, там, как на тебе сидят какие-то джинсы, вот оно реально сигнализирует, и ориентировалась я больше на него. Ну и на отражение в зеркале тоже, типа щечки, не щечки, лицо там более опухшее, менее опухшее. Как ощущается, господи, не щиколотка, запястье, да? Типа насколько легко его обхватывать. Ну, чувствуется, потому что действительно разница. Ну так вот, когда ты знаешь свое тело. Вот. А на что была в целом похожа твоя жизнь? Преследовали ли тебя какие-то мысли навязчивые, в том числе и о еде? И как долго, да, то есть как ты начала выходить вот из этих, мыслей? Я думаю, в целом, что моя, типа, зацикленность какая-то на внешности, она очень, тесно связана с, концепцией заслуживания любви, которая очень в моей жизни сильно проявляется, потому что я из, очень холодной семьи, из очень, требовательной, там, где нужно было всегда быть отличницей, ничего не просить. Ну, там много очень, короче, вот этих всех требований, и я просто привыкла, что вот нужно им соответствовать, и тогда я как бы часть моей семьи. А если я там вылетаю из этих требований, там не попадаю под вот эти вот стандарты какие-то, то, соответственно, я как бы не часть уже ее. И абсолютно как будто бы вот такое же отношение у меня было к своему телу, что типа есть какие-то вот стандарты, которые я придумала, и вот я должна держаться в них. Если я не в них, то это стресс, а если я в них, то тогда, типа, я чувствую себя как-то более-менее. Мгм. Вот. И по поводу еды, ну, у меня такое, ну, ощущение, что я вообще через еду как-то транслировала вот это свое отношение, как будто бы я сама себя держу в казарме. Вот у нас там грудка, вот у нас брокколи, там, не знаю, сорвать, живот на спорте, у меня такое еще было тоже. Ну, то есть, короче, какое-то напряжение вокруг этой темы все время присутствовало очень сильно. Если я там что-то съела, не знаю, какое-нибудь мороженое, то чувство вины. Но у меня никогда не было такого, что у меня там булимия, да, там я вызываю себе рвоту. Нет, но чувство вины, да. А как ты начала выходить из этого состояния? Если начала, конечно. Ну, мне очень сильно помогает поддержка моего мужа, который меня просто осыпает комплиментами много лет подряд, каждый день. Причем очень какими-то, э, специфик он. Типа: "Вот мне так нравится то-то, то-то, то". То есть я, купаюсь просто в его внимании. Если честно, мне очень помог переезд в Испанию, потому что в Испании я, как нордическая девушка, с обхватом бедер 100, да, у меня такая большая попа. Я просто купаюсь реально во внимании мужиков, которые делают мне комплименты.
пялятся на меня на улице, да, там еще что-то. Я просто чувствую себя здесь как бы некой экзотикой и вот реально окружённой таким теплым вниманием. Потому что когда я приезжаю в Россию, как бы я там сливаюсь абсолютно. Ну и вообще есть такое, ощущение уровня напряжения и требований. Вот расскажу интересный такой опыт у меня был. Я приезжала в прошлый раз в Россию, и я пошла на тренировку в клуб, в который я ходила до этого. И я реально обратила внимание на то, какое у девушек отношение к своему телу, да, вот как у меня было, что мы солдаты в казарме, хватит жрать, там отрабатывать, да, причем независимо от возраста, вот такое вот отношение к себе, как к лошади, на которой вот они скачут, и только так, и вот нужно быть вот в этой там форме, больше отжиманий. Я прямо, погрузилась в это снова, и мне так сильно это бросилось в глаза, а раньше я не замечала. А вот, когда я из этой среды вышла, я реально расслабилась. А как ты думаешь, чем обусловлено то, что в России такие требования высокие к себе у девушек, у женщин и были, и есть, и, возможно, будут? Хороший вопрос. Я просто немножко тоже сделала отступление. Я когда приехала в Мгм. Израиль, я почувствовала, насколько меня стало внутри отпускать, потому что это не описать, это тяжело описать словами. Вот это как раз внутреннее напряжение и потребность соответствовать, непонятно, да, там чему и каким, кем Мгм. навязанным идеалам. Но когда я вижу, насколько женщины вообще без комплексов, спокойно, с абсолютно разными фигурами, телами Мгм. загорают и получают удовольствие, и сидят и едят в ресторанах, и я просто Мгм. смотрю на это и думаю: "Господи, а так можно было, да?" То есть Мгм. я тебя очень хорошо понимаю вот в плане, попадания, да, в другую среду. И на самом деле меня саму интересует вот этот вопрос, почему мы все через это должны были пройти, вот, да, там, в той стране, откуда мы родом. Я не знаю, как бы я сейчас себя чувствовала, если бы я, например, не уехала из России. Потому что, типа, сделать такой сдвиг парадигмы, находясь в той же самой среде, очень сложно. То есть вот эта коллективная динамика, она присутствует. Но это вот, вот это напряжение, оно же не только по отношению к своему телу, это и там что в 30 там у тебя должно быть уже 2 ипотеки, 3 детей, 2 бизнеса, идеальный муж, все идеально. Вот это вот, всеобщее какое-то достигаторство, которое просто в Европе людям до лампочки вообще. Не знаю. Я не могу объяснить, почему такая разница, но она есть. А расскажи, как у тебя сейчас дела обстоят с принятием своей внешности, своего веса? Контролируешь ли то, что ты ешь? Появляется ли у тебя чувство вины, да, если ты съешь мороженое в Испании летом? Я больше скажу. Я сегодня утром ела мороженое с бананом, с арахисовой пастой и с грецкими орехами. Боже, это так вкусно! Эм, я спокойно очень сейчас отношусь к тому, что я ем. Ну, в том плане, что, я просто верю в то, что в кишечнике реально наша менталка хорошая, здоровая кукуха, и стараюсь набирать там как можно больше разнообразных овощей всяких, да, видов клетчатки, там разные виды капусты, спаржа, то все. Но это очень мне легко дается в Испании, потому что тут очень классная зелень, овощи, и просто все вкусно. И оказывается, я люблю поесть, как выяснилось. И не, я прям сейчас спокойно отношусь. То есть, я знаю, что, девушки часто выходят из ну, когда пытаются привести в порядок, да, свое, питание после РПП, многие такие типа: "Все, я сейчас ем все, что я там себе запрещала всю жизнь".
я там наберу какой-то вес, потом я условно там нажрусь, он потихонечку нормализуется. Вот у меня, например, знакомая хорошая из Москвы тоже проходила как бы этот путь из РПП в свободную жизнь. Вот, у меня не было такого периода просто потому, что, ну вот я ем, например, сейчас мороженое, не знаю, каждый день неделю, наверное, просто утром как десерт. У меня нет желания обжираться, потому что я знаю, что мне просто будет плохо. Вот. И поэтому сейчас спокойное абсолютно у меня отношение. Единственное, что у меня еще осталась такая история, что когда у меня очень сильные эмоции, которые мне сложно выдерживать, я иду и покупаю шоколадку. Вот реально. Ну, вот так бывает. Это причем какая-то обычно это какая-то тревога или какая-то, знаешь, совмещенная с чувством бессилия, когда или какой-то страх неизвестности. Вот такой вот такие сложные эмоции или очень сильная грусть. Я могу, да, пойти купить шоколадку, съесть ее. Вот. Тебе становится легче после этого? Мне кажется, что да. Я вот чувствую, что я как будто бы вот как маленькую себя успокоила, типа вот на тебе шоколадку, ну и всё. Как-то, да, полегче становится на самом деле. Мгм. А можешь, сказать пару слов для того, кто сейчас находится вот прям в эпицентре проблемы, зацикленности на своем весе, подсчёте калорий, упахивания в спортзале, и кто не видит из этого выхода? Вот, можешь сказать что-нибудь для такого человека? М, я такую ситуацию вижу, как когда пытаешься наполнить бездонный колодец, и тебе кажется, что вот еще чуть-чуть, и он наполнится, а его на самом деле невозможно наполнить. Это как, человеку, который очень сильно переживает из-за денег, и вот он зарабатывает уже 500 000 в месяц, и он ставил себе эту цель, и он до нее доходит, а чувство этой небезопасности, оно не проходит. И он думает, что нужно тогда просто 750, и тогда все будет хорошо. И вот запускается вот этот, круг, а на самом деле это чувство неудовлетворенности, например, оно не лечится снаружи, и оно не лечится цифрой на весах. Все время будет недостаточно, все время будет, слишком много сантиметров, нужно еще чуть-чуть. А, как бы проблема находится не в этой зоне просто. А ты находишься в терапии, правильно сейчас? Да, да. А когда ты обратилась к терапевту и обращалась ли ты именно по теме там, питания тела, или это было скорее в общем такая терапия обо всем? Я начала терапию в 20 или в 21 году, и, ну, я почувствовала, что у меня просто накопилось уже довольно много каких-то вопросов, которые я сама не понимаю, как решать. И, там на самом деле это не было связано с расстройством пищевого поведения. Это там какие-то детско-родительские истории хотелось разбирать и так далее. Вот. Мгм. И еще я хотела тебя попросить, сказать, наверное, пару слов для родителей, у которых есть, дети, подростки, маленькие дети. Возможно, возможно, есть какая-то возможность, да, тавтология такая, увидеть какие-то симптомы и различить, расстройство пищевого поведения у ребенка на каких-то ранних стадиях, чтобы это не уходило в какие-то такие многолетние тяжелые болезненные истории, с которыми человек маленький, да, человек остается один на один. Ну, как я говорила уже раньше, расстройство пищевого поведения — это очень невидимая, незаметная, очень трудноуловимая штука, которая очень легко скрывается.
И, наверное, самый какой-то фундаментальный совет, который я бы дала всем родителям — это оставайтесь в контакте со своими детьми. Даже если они вам, не знаю, гонят какую-то пургу, и вам неприятно это слышать, вам стыдно от того, что он говорит, или вы злитесь. Просто сделайте как можно больше для того, чтобы остаться в контакте с ребенком, и тогда у вас больше шансов увидеть по-настоящему, что с ним происходит. Потому что объем вещей, которые мне удавалось скрывать, будучи подростком, это просто невероятно. Мгм. Спасибо. И еще хотела такой, наверное, финальный вопрос задать. Я знаю, что люди с расстройством пищевого поведения там, в моменте или в прошлом очень редко про это рассказывают, потому что есть вот это вот чувство стыда, наверное, это ключевое чувство, страх того, что тебя не примет социум и прочие вот эти, скажем, скорее внешние, да, факторы. А, Почему ты решила рассказать свою историю и как ты себя чувствуешь по этому поводу? Наверное, я решила поделиться из-за того, что, когда я начала рассказывать близким, что у меня это было, и, кажется, я где-то в соцсетях однажды обмолвилась, я получила просто очень много реакций о том, что: "Ого, я бы никогда не подумала, а я не знала, а это что было, когда мы вместе учились?" Там и так далее. И я поняла, что эта тема, что, ну, там, окей, русскоговорящее сообщество вышло там на уровень земли, что про психотерапию можно, оказывается, говорить. Но вот это настолько, да, какая-то стигматизированная тема. И я думаю о том, сколько еще интересно, например, у меня знакомых, которые, может быть, даже еще не осознают, что у них это было вообще, потому что это же все про людей, которые там в клиниках лежат, да, и кожа до кости. И, в общем, кажется, хочется, чтобы не было стигмы вокруг этого, и, может быть, кому-то это поможет. Спасибо тебе большое.